Тогда почему я решила открыть YouTube? Мало кто это знает, но две мои сестры, они только этим и занимаются. А брат, он только инстаграмер, если так можно сказать. И еще, почему бы и нет? Все мои друзья вечно спрашивают у меня, как я могу разговаривать на больше 5 языков, или как мои достижения, как все это произошло. И, конечно, ответить на всех вопросов было очень трудно. И понять мою жизнь тоже нелегко. Я могу рассказать, как я изучала языков. Я еще могу рассказать о своей секрете в стиле, или как я выбираю одежду, как я нашла свой стиль. И, может, я могу помогать найти вам тему в Инстаграм, что было эстетически, так сказать. Может, еще как рисовать, как можно рисовать аниме, манга, манхва и тому подобное. Я не хочу больше рассказать, так как не хочу спойлерить. Наверное, много кто этого знает, но для тех, кто не знает, я полукровка. Перед моим рождением мои родители жили в Малайзии, и там родились мои братья и сестры. Хотя моя мама была из Индонезии. Но все-таки, к сожалению, нам приходилось приехать в Казахстан из-за работы. Это я не хотела. Я не могу ничего сказать. И тогда и родилась я. Почему я не умею хорошо разговаривать на русском и на казахском? Хотя я умею на казахском, но вы поняли. Мой первый язык. Может, до этой темы вы уже догадались, но мой родной язык это английский. С самого рождения только на нем разговаривала и даже до сих пор. Не сказать, что я очень хорошо владею английским. Не сказать, что я полностью хорошо владею английским, но можно сказать... Не сказать, что я довольно хорошо владею английским, но... Не сказать, что я довольно хорошо владею английским, но я довольно хорошо знаю, чтобы разговаривать на нем абсолютно свободно, без никаких страданий, не как сейчас, отличие от русского. И знаете, в чем прикол? Первый язык у моей матери был явинский, а у моего отца был русский. Они, чтобы понять друг друга, начали общаться на английском, мои родители. Они оба не полностью знают этот язык как родной. Вот так продолжалось до моего рождения, что мы начали только на английском разговаривать. Хотя в итоге меня отправились в казахском школе. Тогда мне приходилось изучать казахский. Поэтому можно и сказать, что на казахском я тоже умею свободно разговаривать. Более-менее мне комфортно разговаривать на казахском, в отличие от русского. Личная жизнь. На вопросы про мою личную жизнь были хоть как ответы. И теперь, как я знаю, много языков. Вы, наверное, уже знаете, но я уже с рождения начала изучать всякие языки. Я ходила в первый класс, я ходила в садик, абсолютно не зная казахский или русский. Так, можно сказать, что я уже с раннего детства начала изучать всякие языки. Мне было не трудно изучать языки. И еще моя мама, она тоже полиглот. Она хорошо знает больше 6 языков и может на нем разговаривать. Я, наверное, начал изучать, когда мне было 8-9. В школе нам изучали русский. А затем, другой иностранный язык, это был арабский. Арабский моя мама нам изучала тоже с раннего детства. Это не важно знать.
и японский. Японский я, многие это не знают, но я была очень сильным анимешником. Я прям очень любила Японию, очень любила аниме, очень любила манго. Каждый час, каждый секунд смотрела аниме после школы. Даже когда мне было в первом классе, я уже тогда начала смотреть аниме до 6 класса. Выходит, я знаю, я не смотрела с озвучкой. Я даже не знала, тогда я не знала, что озвучка существует, так что у меня, я своим мозгой запомнила все эти японские фразы, как разговаривают они, смотря аниме. Только с субтитрами, и с этим способом я изучала все. Я знаю очень много слов. Они все еще в моем уме. А корейский я начала в конце 7 класса. Я тогда очень страстно изучала, вы даже не представьте. Я потом сделаю видео, как можно изучить корейский, тогда я вам покажу, как я страстно. Единственный язык, который я сильно хотела изучать, это был корейский. И корейский я довольно хорошо знаю теперь, чтобы выжить там. И это я самостоятельно изучала. Не смотрю я никакие дорамы или только слушала кей-поп, и это уже все. Но дорамы это поможет. Короче, вот так. Сейчас я хочу изучать тайский, еще работаю над этим. Много выучила индонезийский, понимаю немного, когда я жила в Индонезии. И еще моя мама на нем разговаривает, когда общается с своими родственниками, сестрами. Я просто слушаю, так я немного выучила. Немного. Только некоторые фразы, слова понимаю. Надеюсь, на все вопросы были ответы. Увидимся в другом видео, в следующем видео. Я ходила в садик, не зная казахский, не зная русский, только английский. Я ходила в 1 классе, не зная английский. Я ходила в 1 классе, абсолютно не зная